Это мой дом. Воплощение тепла и уюта. У каждого человека это слово вызывает нежные чувства. Дом– это не просто строение из кирпича и бетона. Это место, где мы проводим большую часть своей жизни и создаем воспоминания. У моего дома много имен. В разные периоды истории здесь существовали самые разные культуры. Очень часто здесь проходили кровавые события, политические распри и природные катаклизмы. Сейчас мой дом выглядит так. Это далеко не единственный его облик. В разное время здесь все было иначе, но сегодня мы видим его таким. Природа создала невероятные вещи, создала уголки, где люди подпитывают свои силы, а история этого места создала памятники, которые исследуются и по сей день. И скорее всего, очень долго будут служить загадкой для человечества. У нас всегда было принято встречать гостей и показывать свой дом изнутри. И этот фильм– это небольшая экскурсия по многим значимым уголкам нашего дома. В первую очередь отправимся на ту сторону, где просыпается солнце, на Керченский полуостров. Это, пожалуй, самая недооцененная часть Крыма. Как правило, здесь всегда меньше потока отдыхающих. Крымчане тоже не часто выбирают эту зону для поездок. Однако, помимо керченских промышленных кварталов, тут есть немало завораживающих мест. Как, например, Караларский природный парк. Хотя более известный топоним этой местности– Генеральские пляжи. Несмотря на то, что Генеральская бухта– это всего лишь часть этого природного парка. Однако, будем честны, это самая масштабная его часть. Это примечательный во многих отношениях участок берега Азовского моря. Генеральские пляжи представляют собой протяженную песчаную береговую линию, обладающую поразительной красотой нетронутого цивилизацией природного уголка. Немного удивительно обнаружить такую местность всего в 30 километрах от Керчи. Впрочем, есть причина, по которой данная территория оказалась практически нетронутой. Дело все в том, что она долгое время являлась частью артиллерийского полигона, полностью закрытого для посещения посторонними. А живописную песчаную бухту, получившую теперь название Генеральская, в ту пору военное начальство избрало как место своего проживания. В настоящее время эта территория уже не принадлежит военным. Теперь она отдана тем, кто желает отдохнуть на Азовском море. Недалеко расположен еще один не менее красивый заповедник– мыс Казантип. Он разделяет Арабатский и Казантипский заливы Азовского моря. С некоторой натяжкой он похож на одуванчик. На стебельке тонкий перешейк тянется от основного массива к полуострову и в море заканчивается почти круглым образованием, диаметром около 4 километров. Прогуливаясь по мысу, сразу бросаются в глаза строгого вида степи, расположившиеся на жесткой подушке известняков. Пожалуй, многим известно знаменитое розовое озеро под Евпаторией. Мы к нему еще вернемся. А пока посмотрите на менее популярное, но не менее прекрасное озеро, расположенное все так же в районе Керчи. Оно получило название Каяжское. Озеро входит в состав Апукского природного заповедника и практически граничит с морем. Ширина перешейка между озером и морем, самой узкой его часть, составляет около 10 метров. Оно меняет свой цвет по мере своего высыхания. Чем суше погода, тем цвет становится более насыщенным. Причиной такого изменения в цвете послужила микроскопическая водоросль, которая обитает в водоеме. При фотосинтезе водоросль выделяет красные пигменты. Помимо красоты водоема и лечебной соли, в водоеме на самом дне находится целебная грязь, которая формировалась несколько миллионов лет назад и имеет специфический запах. Она богата минералами и активными микроорганизмами, которые при нанесении на кожу способны улучшить общее состояние организма. Поселок Героевское, или по-простому Героевка, также располагается недалеко от Керчи. Он протянулся вдоль побережья Керченского пролива на 3,5 километра. На протяжении почти всей береговой линии находятся прекрасные песочные пляжи, которые подойдут для тех, кто любит спокойный и уединенный отдых. С поиском свободного места не будет проблем. Тут достаточно малолюдно. Прекрасное место, чтобы восстановить силы подальше от шума. К тому же отдых здесь весьма экономный. Вернемся к северной части Керченского полуострова, к мысу Зюк. Во время раскопок здесь найдены останки старинного города.
относящиеся к 3 веку до нашей эры. На мысе есть 2 небольших пляжа, пригодных для купания. Формирование мыса относится к юрскому периоду. Он полностью находился под водой и был коралловым рифом. Когда оступила вода много миллионов лет назад, мыс стал разрушаться под воздействием моря и ветра. За последние 100 лет мыс уменьшился практически вдвое. Также возле мыса Зюк расположено одно из крупных озер Керченского полуострова – озеро Чакрак, довольно большое. По утверждению местных жителей, грязь с дна озера также является лечебной. Если визитной карточкой Южного берега обычно воспринимается замок Ласточкино гнездо, то вот в отношении Керчи таким объектом обычно выступает старая турецкая крепость Еникале. Она построена Османской империей для обороны восточного побережья Крыма от русского флота в 17 веке. Крепость Еникале была основана в 1699 году по приказу турецкого правителя. Строительство продолжалось 7 лет и было закончено в 1706 году. Строительство крепости было по большей части за счет крымских татар, которые полностью подчинялись Стамбулу. Название крепости Еникале с турецкого переводится не иначе как «новая крепость». С момента завоевания Османской империи полуострова и изгнания в конце 15 века генуэзцев турки не строили большие укрепления, боясь предательства крымских ханов. А вот постройка небольшого форта стала для них отчасти чисто политическим решением, так как море практически стало внутренним в Османской империи. Если отъехать немного севернее Керчи, то можно наткнуться на тихое место, вдали от шумных курортов. Его выбирают люди для спокойного отдыха у моря. Нетронутая благами цивилизации природа. Песчаные пляжи снимают стресс, лечат нервы, заряжают энергией на год вперед. Поселок и череда его песчаных пляжей расположились между узким в форме башни утеса. Клубов и баров, развлечений для детей и взрослых в поселке нет. Зато и живописные пейзажи, чистое море, целебный воздух и красивая панорама со скалистых холмов. Эта часть полуострова отличается рельефом, присущим для восточного берега. С поселка открывается обзор на холмы, долины и овраги. В селе нет центрального пляжа, но есть несколько оборудованных пляжей на песчаном берегу, которые примыкают к частным гостевым домам и пансионатам. Да, несмотря на то, что мы только вернулись с расположенного на востоке Керченского полуострова, однако именно так в Крыму неофициально называют курорты, расположенные от Алушты до Феодосии. Эта территория славится самыми красивыми пляжами, водопадами и старинными монастырями. И сразу за Алуштой располагается самый полноводный водопад на полуострове. За счет мощного потока воды им можно насладиться в любую пору года. Самый мощный водопад в Крыму за секунду пропускает до 270 литров воды, и находится он в ущелье Хабхал на высоте 468 метров над уровнем моря. Речка Улуузень спускается по ущелью со 100-метровой высоты по трехкаскадному порогу, а сам водопад Джурджур образован благодаря 15-метровому известняковому уступу, с которого вода обрушивается в глубокий котлован и бурно стремится вниз по руслу. Прогулка к водопаду напоминает фильм в жанре фэнтези, пока вокруг поют птицы, а тень листвы обеспечивает прохладу в жаркий летний день. Переместимся в город Старый Крым. Здесь расположен монастырский комплекс Сурбхач. Первые упоминания о нем относятся к середине XIV века. По всей видимости, в те годы он и был возведен. Построен комплекс по классической схеме и состоит из 3 строений – церкви, кельи и трапезной. Причем все они возведены в разное время. Здания выстроены в армянском стиле с примесью итальянского, что заметно по плоским оранжевым крышам. Сердце монастыря, безусловно, церковь. Ее видно издалека по пузатой башенке с крестом. Стены еще кое-где хранят средневековую роспись, а атмосфера пропитана уважением к духовному наследию. Двухэтажная трапезная стоит рядом. Первый этаж используется по назначению, состоит из 2 залов. Второй был надстроен в 19 веке и служил гостиницей для усталых путников. Кельи же расположены в эстетичном здании с южной стороны храма, но по понятным причинам в братский корпус туристов обычно не пускают. Монастырская земля утопает в зелени, а вокруг нее высятся лесистые холмы. Благодаря заботе паломников это место выглядит живым и светлым. С давних пор здешняя земля считалась особенной, оттого монастырь был так известен среди крымских жителей. Однако в 21 веке его известность не только сохранилась, но и приумножилась. Этот уникальный национальный памятник привлекает внимание археологов и любителей классической армянской архитектуры. Сурбхач расположен вдалеке от мирской суеты, и в наше время он сохраняет популярность среди пилигримов всех религий.
1925 году духовное учреждение ликвидировали. Некоторое время здесь функционировали санатории для больных туберкулезом, а затем тут был пионерский лагерь. Армянская апостольская церковь территорию вернули лишь в 2002 году. Горная местность Восточного Крыма почему-то ассоциируется с какой-то мистикой. Чуть ли не каждая гора – это кладезь легенд и поверий. Как, к примеру, мыс Меганом. Он виднеется практически из любой точки южного берега, от самого Портонита. Некоторые считают, что мыс Меганом похож на игуану, но большинство все же ассоциирует его с крокодилом. Каждый год сотни тысяч людей направляются на Меганом за душевным равновесием, спокойным отдыхом и перезагрузкой. На сегодняшний день вокруг Меганома витают разные мистические истории и тайны, а рядом с Меганомом в поселке Миндальное прямо сейчас создается огромный туристический кластер. А теперь отправимся в Новый Свет. Поселок с притягивающим названием знаменит не только винами, но и красивейшей экотропой к мысу Капчик. Горная тропа Голицына расположилась на территории скального амфитеатра в западной части Нового Света. Она проходит на высоте от 30 до 50 метров над уровнем моря, откуда открывается невероятный вид. Поскольку рельеф неровный, прогулка займет около 2 часов. В ясную погоду с ней можно увидеть мыс Меганом и Судак. История этого места начинается еще в древние времена, когда в пещерах проживали первобытные люди. А в средневековье здесь располагались пещерные храмы. И раньше на стенах пещер можно было разглядеть расписные иконы. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Спустя столетия основоположник местного виноделия Голицын скупил эти участки с целью производства игристых вин. Есть и альтернатива этой тропе. Это эко-маршрут Караул-Аба. Со стороны поселка Веселая. Абсолютно дикая тропа, без каких-либо специально проложенных тропинок. Есть лишь протоптанная людьми дорожка и повсюду зеленые метки с направлением движения. На маршруте очень много интересных мест. Шикарная смотровая, так называемое кресло Голицына, долины ада и рая. Есть небольшое ответвление в сторону к лестнице Тауров, тоже очень атмосферное место, но в то же время травмоопасный объект. Один из лучших маршрутов по красоте и очень разный по сложности, в то же время непопулярный и малолюдный. Вернемся в соседний Судак. И, конечно же, его самая главная достопримечательность – это Судакская Генуэзская крепость. Такая вот своеобразная визитная карточка города. Эта могучая древняя цитадель была главным форпостом Генуи на территории Крымского полуострова в эпоху Средневековья. Крепость датируется 10 столетием и очень хорошо сохранила оригинальную оборонительную архитектуру, включающую зубчатые стены башен, замок консула и несколько других сооружений. Судакская крепость находится у подножья и поднимается к вершине. Она фактически состояла из 2 частей. Внешний периметр стен с воротами, где находился Нижний город, а также, собственно, цитадель с замком консула и дозорной башней на самой вершине. Практически в каждом населенном пункте Крыма есть та или иная визитная карточка. В Белогорске это Белая скала. Эта вершина поднимается над уровнем моря более чем на 300 метров. Как и другие уникальные уголки полуострова, Белая скала богата местными легендами и поверьями. Некоторые из них относятся к пещерам, которые образовались под воздействием природных сил. Труднодоступность углублений не дает исследовать их без специального снаряжения. Тут проводились самые разные обряды жертвоприношения и другие собрания. Обстановка местности, дух романтики и приключенческие пейзажи, похожи на индейские прерии, воспетые в классических вестернах. Здесь были найдены останки животных доисторической эпохи, а сегодня Белая скала причислена к природным памятникам. Едем дальше, в город, который был довольно известен в Средневековье – Кафа. Именно так называлась раньше Феодосия. Крепость Кафа была второй по размеру после крепости Салоник и одной из самых мощных в Европе. В X столетии на развалинах древнего города Феодосия возник новый, получивший название Кафа. Это время царствования итальянцев в Крыму. В течение 2 столетий городом владели генуэзцы. Его так и называли Вторая Генуя. Город богател и рос. Его украшали построенные лучшими мастерами итальянского возрождения монументальные дворцы и храмы. Сюда стекался разнообразный народ. Торговлю вели не только товарами, но и людьми. Невольничий рынок, организованный при османах, стал крупнейшим в Причерноморье. Периметр наружной крепости составлял 5,5 километров и включал в себя более 30 башен. Укрепление защищал глубокий, наполненный водой ров. Сегодня остатки Генуэзской крепости разбросаны точечно по всей Феодосии. К сожалению, этот памятник архитектуры не получил того внимания, как крепость в Судаке. Остатки крепости сегодня, увы, не тянут на визитную карточку города.
Однако Феодосия прославилась благодаря известному на весь мир маринисту. Его именем здесь названы улицы. Здесь находится посвященная работа мастера галерея, бушующее море и парусник, который пытается выжить в шторм, ночные горы и лунный свет, раннее туманное утро и корабль вдали. Галерея Айвазовского – это вилла, построенная по задумке мариниста в итальянском стиле в 1846 году. Сейчас музей по праву считают визитной карточкой курорта. Все гости Феодосии приезжают не только искупаться на побережье, но и увидеть море, застывшее на полотнах. В музее 9 залов, и в жаркий день от картин с изображением моря как будто веет прохладой. Наверное, у каждого отдыхающего в Феодосии рано или поздно появляются в копилке те самые фото из галереи Айвазовского. В залах выставлено 416 полотен, созданных рукой мастера морского пейзажа. Всего в музее живописи и графики насчитывается более 11 тысяч разных экспонатов. Это самый уникальный маяк и самый необычный храм. Он был построен в честь святителя Николая. Считается самым высоким храмом на полуострове. Его высота 65 метров. В оформлении использованы корабельные якори и якорные цепи. Под главным крестом, внутри позолоченного шара, который символизирует планету, установлен маячный фонарь, а чуть ниже размещается колокольня с электрическим приводом колоколов. Проезжая просто по местным дорогам, среди густого леса можно заметить верхушку церкви. Ее купол и красный окрас непременно притягивает взгляд. Это Топловский монастырь, расположенный на склоне возвышенности в окрестностях одноименного поселка. Это был первый женский монастырь в Крыму и действовал с 1864 года. Сейчас монастырь возрождается. Его и целебные источники вблизи посещают сотни паломников в день. Территория монастыря распланирована и ухожена. Центральная аллея с парковыми дорожками и зеленью. Уже несколько лет ведется масштабная стройка зданий колокольни и собора. Автором проекта собора стал талантливый архитектор Фельдман, который также был архитектором Покровского собора в Севастополе, а также храма Рождества Христова в Балаклавском Георгиевском монастыре и синагоги в Харькове, в том числе соавтор памятника затопленным кораблям и панорамы в Севастополе. В последние годы название Зеленогорье стало особенно популярно. Село со сказочным названием славится нетронутой природой, которая сохранилась в первозданном виде. Также это место известно как Арпад, так раньше назывался поселок, но вообще его неофициально называют по-разному. Самое, пожалуй, распространенное название – это Крымская Швейцария. Поселок расположился на юге полуострова, между городами Алушта и Судак. Местечко может похвастаться уютными базами отдыха. Здесь есть Арпадские водопады и горное озеро. Тут особенно превосходные виды, чистый воздух и большой пешеходный маршрут вдоль каскадных водопадов. Это звездопад воспоминаний. Так называется примечательное место вблизи Коктебеля. Представляет из себя часть ротонды без купола, построенная в середине 20 века. Состоит из 3 колонн, свода и балясин, ограждающих площадку. Конечно, смысл посещения состоит совершенно не в архитектуре строения. Чаще всего люди приезжают в начале весны, чтобы увидеть цветение редких растений. Также в августе, чтобы полюбоваться персеидами, метеорным потоком в созвездии Персея, который люди часто называют звездопадом. Это самое популярное направление как у посетителей полуострова, так и у местных жителей. Эта часть славится дворцами, пещерами и гротами, горными тропами и развлечениями на любой вкус и цвет. Настоящий вылизанный курортный рай. Однако начну я не с типичной разрекламированной локации, а об интереснейшем пешеходном маршруте. Таракташское урочище, расположенное чуть восточнее Айпетри, образовалось в результате отделения скального отоженца от главной гряды Крымских гор. Именно эта причудливая горная гряда и носит название Таракташ, что в переводе с тюркского означает «каменный гребень», а по-простому называют эти скалы гребешком. Многим необычная слоистая структура скал напоминает слоеный пирог. Между съехавшими вниз скалами и Ялтинской яйлой сформировался неглубокий, вытянутый с запада на восток провал.
По этому провалу еще в позапрошлом веке энтузиастами Крымско-Кавказского горного клуба был проложен изумительный по красоте пешеходный маршрут, получивший название Таракташская тропа. Хотя не исключено, что проход здесь был и раньше. Таракташский хребет необычен не только по структуре, но и по формам выветривания. В районе урочища Таракташ берет свое начало речка Водопадная, которая образует самый большой в Европе знаменитый водопад Ученсу. У подножия западной части гряды археологами обнаружено несколько культовых строений, а также остатки каменной кладки, следы древнего кладбища и даже клад монет эпохи Боспорского царства. И раз уж водопад Ученсу уже был упомянут, стоит отметить, что увидеть его во всей красе в летнее время практически невозможно. Это самый высокий водопад Европы. Он расположился высоко в горах, на высоте 390 метров выше уровня моря. Название переводится как «летящая вода». Водные потоки падают с высоты около 100 метров. В летнее время он пересыхает, и чтобы увидеть его во всей красе, нужно приехать сюда в начале весны, во время периода активного таяния снега. В это время полноводный водопад можно увидеть даже с большого расстояния. Отправимся далее в Семиис. Это скала Дива. Она является отоженцем от основного массива Крымских гор и движется по направлению к морю. К вершине Дивы ведет тропинка. Чтобы обезопасить подъем, установлен подвесной мост и лестница с перилами. Всего около 280 ступенек. С смотровой площадки открываются великолепные виды не только на Семиис, но и на Айпетри. С вершины Дивы можно оценить неописуемую красоту морской воды, которая здесь в любое время года имеет нежный бирюзовый цвет. Ежегодно тысячи любителей звездного неба приезжают сюда за романтикой и яркой палитрой незабываемых впечатлений. Одним из самых мистических и необычных мест Южного берега по праву можно считать долину привидений. Такое необычное название появилось благодаря каменным глыбам причудливых форм, образовавшихся в результате воздействия природных стихий. В долине находятся каменные столбы разных размеров, здесь их насчитывается более сотни. Суть в том, что все эти фигуры напоминают людей, животных и разные предметы. Причем на протяжении светового дня, когда меняется освещение в долине, природные скульптуры напоминают разные образы. Вернемся же к главному герою. Про эту гору слышали, наверное, все. С наивысшей ее точки в 1234 метра открывается волшебная и незабываемая панорама берегового вида Крымского полуострова. Массив тянется более чем на 25 километров, с востока на запад и занимает площадь в 300 квадратных километров. Прочный известняк, с однородной структурой, из которого состоит гора, представляющий собой ископаемый риф, свой возраст исчисляет 200 миллионов лет. Если подняться на знаменитые зубцы Айпетри, то лучшего вида на Крым, открывающегося с этой смотровой площадки, не найти. Необъятные просторы потрясают своим невероятным масштабом и размахом, вызывая восторг от увиденного. Но есть на южном берегу и не менее популярная Медведь-гора, или Аюдак. Свое название гора получила благодаря очевидному сходству с медведем, который, будто наклонившись, пьет воду из моря. Большинство ученых склоняются к мнению, что Медведь-гора – это локалит, то есть несостоявшийся вулкан, образовавшийся около 150 миллионов лет назад, еще в эпоху динозавров. Мощь вулкана была невелика, и его лава, едва выйдя на поверхность Земли, застыла своеобразным куполом, создав необычную гору. Беседка находится на высоте 1423 метра у самого обрыва. Подойдя к краю беседки, в балюстраде открывается восхитительный вид, от которого захватывает дух. Место дарит много эмоций и немного экстремальных ощущений. Хотя вы находитесь в безопасности, но высота ощутимо щекочет нервы. Она была построена в 1956 году. Состоит из 8 колонн высотой 5,5 метров и купола, накрывающего колонны. Общая высота беседки составляет 6 метров, а пол в беседке покрыт мозаикой. Это Воронцовский дворец, наиболее известный шедевр местного зодчества, построенный в середине 19 века для князя Воронцова, тогдашнего губернатора Новороссийского края. В отличие от других представителей русской аристократии, возводивших свои имения в Ялте, Воронцов выбрал место у подножья горы Айпетри. Так в неприметном поселке Алупка, который по большей части населяли крымские татары, появился удивительной красоты особняк, окруженный не менее роскошным садом. В течение долгих 80 лет, вплоть до прихода советской власти, в особняке последовательно проживали несколько поколений Воронцовых.
Ласточкино гнездо – это первый образ, который приходит в голову миллионам людей при воспоминаниях о Крымском полуострове. Оригинальный по архитектуре миниатюрный замок с башенками на отвесной 40-метровой аврориной скале мыса Айтадор в Гаспре. Размеры Ласточкиного гнезда и в самом деле птичьи. Ширина 10 метров, а длина 20. Высота замка 12 метров. 4 внешних объема объединены в ступенчатую композицию, возвышающуюся к морю. И тем не менее, несмотря на свою игрушечность, этот замок является самой настоящей эмблемой полуострова. Пожалуй, Бахчисарайский район – это лучшее место для пешего туризма. В этой области полуострова сосредоточены самые красивые каньоны, пещерные города, крымско-татарская архитектура и даже научный городок. Именно здесь находится уникальная природная достопримечательность – Бельбекский каньон. Он возвышается в 15 километрах к юго-западу от Бахчисарая, между поселками Танковое и Куйбышево, где река Бельбек пересекает внутреннюю гряду Крымских гор. Каньон расположен в одноименной долине реки. Именно она участвовала в его образовании. Считается, что сначала земную кору раскололи землетрясения, в результате чего образовался глубокий овраг. Река Бельбек, которая раньше была более широкой, пробила себе путь к морю. Исследуя каньон, можно запросто наткнуться на руины древних крепостей и пещерные монастыри. Это целый научный городок, расположенный в горной местности на высоте 600 метров над уровнем моря. Крымская астрофизическая обсерватория – идеальное место для исследования Солнца, звезд, галактик и объектов Солнечной системы. В год здесь бывает около 170 ясных ночей. Даже если вы далеки от науки, вы будете в восторге от созерцания сияющей россыпи звезд и вида впечатляющих телескопов-гигантов. А здания в стиле сталинского ампира на территории обсерватории и добротный советский колорит научного городка подарят настоящую прогулку в прошлое. Одно из самых крупных пещерных поселений находится в 3 километрах от Бахчисарайского ханского дворца. Предположительно, этот средневековый город возник в V веке, как византийское укрепление. Начиная с 20 века, многие писатели и художники посещали крепость. Есть версия, что определенное время этот город служил в качестве столицы Крымского ханства. На сегодняшний день в городе сохранилось множество строений, а пещерные комплексы остались в первозданном виде. Появление озера датируется концом 20 века. В 50-е годы на этой местности находился карьер, где добывался известный и очень ценный материал, необходимый для строительства – инкерманский белый камень. Водоема на территории карьера не предполагалось, но природа оказалась сильнее, и вскоре из-под земли хлынул поток воды. Сегодня озеро имеет прямоугольную форму, достигает глубины 12 метров. Его береговая линия обрывистая. Вода в озере и по сей день кристально чистая. Сейчас это место превратилось в настоящую пляжную зону. Мангуб считается одним из самых древних городов-крепостей в мире. Его иногда путают с другим пещерным городом Чуфут-Кале, но это разные древние поселения, хотя оба расположены в Бахчисарайском районе. Точная дата возникновения пещерного комплекса Мангуб неизвестна. Историки утверждают, что поселения здесь существовали в 4 тысячелетии до нашей эры. Около 200 лет полноправными хозяевами этих мест были готы. Здесь располагался город Дорос. С 8 века и почти на 150 лет Дорос был столицей византийского княжества Феодора. В истории поселения немало белых пятен. На сегодняшний день неизвестно, что заставило людей покинуть свои жилища в 1792 году и уйти отсюда навсегда. О былом величии и могуществе города напоминают лишь руины крепостных стен и башен. Глядя на них, очень трудно поверить, что это было не просто поселение, а столица целого княжества. Ханский дворец – это дом большой ханской семьи, а также основной орган государственной власти, порог правосудия и место, где принимались решения, влияющие на судьбу всей Восточной Европы. На протяжении 2,5 столетий здесь рождались, жили, правили и умирали представители ханской династии Гираев. Дворец являлся не личным имуществом того или иного хана, а фамильным достоянием всей правящей династии. В ханских покоях наборные расписные потолки, и их узоры в каждой комнате разные. Разнообразием отличаются и цветные витражи в окнах. Ханский дворец, пожалуй, самый необычный в плеяде дворцов полуострова и его достопримечательностей. Большой каньон по праву принадлежит к числу наиболее значимых ландшафтных достояний нашего полуострова. Сформировался он вместе с образованием Крымских гор.
Колоссальные блоки пород поднимались в результате движения тектонических плит. Толще известняка произошел громадный тектонический разлом. Один из блоков надломился, образовав гигантскую теснину. На скальных массивах вокруг каньона существовало несколько поселений, а пространства возле ручьев были засажены фруктовыми деревьями, образующие знаменитые лесные сады, которые назывались очары, остатки которых до сих пор можно встретить в каньоне. Построена старая крепость в VI столетии, предположительно византийцами. Изначально ее назначение состояло в том, чтобы препятствовать набегам на Херсонес. В настоящее время от старой крепости остались одни развалины. Уникальная достопримечательность этого места – это осадный колодец, глубиной около 50 метров. Вниз ведет лестница, состоящая из 84 ступеней. На дне колодца расположен большой зал, в котором и хранилась вода. Крымские пещеры обрели славу как одни из красивейших в мире. Самые масштабные из них сконцентрированы недалеко от Симферополя. И среди огромного списка карстовых полостей особенно выделяются три, которые весьма масштабны, комфортны для посещения и оборудованы искусственным светом. Конечно же, самая известная из них – это мраморная пещера. Настоящий подземный чертог, где стены украшены прекрасными каменными розами, залы подпирают мощные колонны, на потолке висят люстры, нередко встречаются и каменные водопады. Мраморная пещера была открыта относительно недавно. Тогда местные спелеологи обнаружили неподражаемую по красоте и своеобразию большую пещеру на нижнем плато горы Чатырдак. Нужно отметить, что уникальная пещера обладает весьма сложной структурой и может похвастаться огромным количеством залов и коридоров, переплетенных в самых немыслимых сочетаниях. Посетители, попадающие в прохладный полумрак, видят огромные залы, будто бы сошедшие со страниц старинного эпоса про каких-нибудь подземных королей. Эти заповедные чертоги украшают причудливых форм стены образования. Пещера Эмине-Баир-Хесар считается одной из немногих в Европе, сохранившей первозданный вид, несмотря на посещение туристов. Практически нетронутый человеком ландшафт нижнего этажа пещеры удалось сохранить благодаря ее труднодоступности. Для туристов открыт только верхний ярус пещеры, не более 700 метров. Вход в средний и нижние ярусы законсервирован. Там расположен природный минералогический музей-заповедник. В Эмине-Баир-Хесар ученые обнаружили останки животных ледникового периода. Красная пещера – самая крупная на территории Крымского полуострова. Кроме того, карстовая полость, ее образующая, является крупнейшей во всей Восточной Европе. Необычным явлением для крымских пещер является наличие в них рек, которые, собственно, и вымывают все новые и новые части карстовых полостей. Красную пещеру пересекает река, которая вырывается на поверхность, образуя водопад Су-Учхан. Его высота достигает 25 метров. Водопад очень живописен в весенний период, так как пик его активности приходится на март и апрель. Сегодня это современный Севастополь. В Севастополе богатая и сложная история есть буквально у всего, даже у земли, на которой он стоит. Наиболее точно применимо это утверждение к тем местам, откуда город начинался. Расположилась эта территория на части суши, именуемой Гераклейским полуостровом. Это самый длинный и живописный каньон в Крыму. Начинается у скалы Кизил-Кая на границе Байдарской долины и заканчивается у села Черноречье. По дну каньона течет река Черная. В весеннее время, особенно в начале весны, дно каньона превращается в полноводную реку, которая поражает цветом воды, переливаясь на солнце. А в особо глубоких местах она невероятно бирюзового цвета. При размыве стихии известняковой породы получились высокие скалы. По пути встречаются многочисленные водопады и озера, образованные рекой Чергунь, которая сейчас будет известна как Черная. Местами приходится переходить реку вброд, а также взбираться наверх по каменным уступам. Название имеет греческие корни и переводится как «благословенный» или «освященный». Вероятно, такое наименование вызвано близостью храма, находящегося на мысе. Другое название инжир появилось, скорее всего, из-за камня, треснутого пополам. Красотой урочища не зря восхищаются ценители природы, учитывая его дивный ландшафт, который дополняется различными растениями. Многие туристы посещают это урочище уже с первых дней июня, и желающих здесь отдохнуть немало. Как правило, в сезон здесь останавливается около 1000 человек. В качестве места для купания подходит почти вся береговая линия. Береговой навал неоднороден, и в менее прочных участках море выработало небольшие бухты.
Пляж расположен с востока от мыса Фиолет. Это его самый известный пляж. Его длина 450 метров, а грунт – мелкая разноцветная галька. Вода здесь всегда очень прозрачная, и многие считают этот пляж одним из лучших. Прямо на пляже можно встретить сердолик, кварц, кусочки малахита и яшмы, которые своим происхождением обязаны извержению древнего вулкана, находившегося на этом месте. Яшмовый пляж находится на территории ландшафтного заказника мыс Фиолет Севастополя. Он расположен у подножья, где возвышается Свято-Георгиевский мужской монастырь, к морю от которого ведет 850 каменных ступеней. Сложный подъем по лестнице компенсирует потрясающие пейзажи, открывающиеся путнику. В Крыму смотровые площадки буквально на каждом шагу, но, пожалуй, это одна из самых эффектных. Находится эта площадка на дороге Ялта-Севастополь и расположена на высоте 329 метров над уровнем моря. Это очень необычная карстовая полость в Байдарской долине. Необычная она тем, что ее лаз ведет ввысь. Пещера появилась под многолетним воздействием подземных вод, промыв в известняках крутонаклонный сифон. Впоследствии часть пещерного свода обвалилась, образовав обширный подземный зал. Сталактиты и сталагмиты росли навстречу друг другу, тем самым разделив галерею на несколько небольших залов. Обширная подземная галерея разделена кольцевыми стенами на несколько залов поменьше. Каждый из них поражает разнообразием и сохранностью натяжных образований, а их сплетение порождает воображение, диковинные образы и фантастические картины. Храм Солнца – самое таинственное и загадочное место Крыма. Для одних это святая земля, для других – место силы или связи с космосом. Но как бы там ни было, для всех туристов, посетивших Храм Солнца, это место осталось в памяти навсегда. Он был создан природой в период 160 миллионов лет назад. Именно в этот период и закончилось формирование Крымских гор. Причины, по которым сформировалась столь удивительная форма горной породы, ученые объяснить не могут. Одни выдвигают теорию, что каменные глыбы обрабатывались человеком еще до нашей эры, и именно человеческое воздействие на камень привело к появлению этого объекта. Херсонес Таврический – это большой музейно-археологический комплекс в Севастополе, на месте крупного античного полиса. Это наследие греческих колонистов, византийцев и генуэзцев. Артефакты этих эпох сейчас можно увидеть в музее этого заповедника. Но еще интереснее пройтись по улицам Херсонеса. Прогулки среди руин, где продолжаются археологические раскопки, переносят путешественников на 2500 лет назад. Херсонес был основан древнегреческими колонистами до нашей эры и стал процветающим торговым полисом. Покровителем города считалась богиня Артемида. Это был один из самых крупных и богатых полисов античного Причерноморья. Узунжа – это один из самых живописных и полноводных каньонов Крыма. Удаленный от раскрученных туристических объектов, он находится недалеко от Байдарской долины. Практически вдоль всего каньона растет буковый лес. Местность привлекательна для спелеологов. Именно тут находится одноименная пещера с очень высокими сводами и довольно большой протяженностью. Пещера дикая, местами труднопроходимая. По сути, это гигантская расщелина, довольно узкая. У пещеры находится очень живописный и полноводный родник. Протяженность каньона около 12 километров. Побывать здесь нужно каждого, потому как эта удивительная местность действительно обладает мощной энергетикой. На полуострове огромное количество невероятных живописных мест. Прекрасные водопады, загадочные гроты и таинственные скалы. Многие из них находятся недалеко друг от друга, но есть парочка, которая располагается совсем рядом. Речь идет о водопаде Мердвен-Табе и гроте Кабачий Яр. Мердвен-Табе также называют Родновским водопадом из-за близкого нахождения к поселку Родное. Он находится в расщелине, порожденной тектоническими разломами миллионы лет назад. Прямо под ним находится грот Кабачий Яр. Внутри грота оригинальные натеки, округлые купола и ниши, по которым тонкой пленкой струится вода. Каменные глыбы сплошь в мелких дырочках. С потолка то и дело срываются крупные капли. Все вместе озеро, грот и водопад напоминают искусственно выполненные декорации к сказке. Западное побережье Крыма представлено Тарханкутским полуостровом. Это такой клинообразный выступ равнинно-степного Крыма, омываемый Черным морем. В большинстве своем берега обрывистые, сложен в основном известняками. В центре запада на восток протягивается возвышенность высотой до 178 метров. Постоянных рек нет. Местность характеризуется раскинувшимися у побережья солеными озерами и лиманами. На юге расположен город-курорт Евпатория. Эта часть Крыма слабо освоена курортной и туристической инфраструктурой, за исключением
исключением, конечно, Евпатории. Именно это и позволило краю сохранить свою первозданную чистоту и красоту. На сегодняшний день это самая чистая акватория Черного моря. Логичнее всего начать исследовать местные уголки с одноименного мыса. Это одно из самых известных и популярных у туристов направлений. Роскошные виды на прибрежные скалы, омываемые Черным морем, не оставят равнодушным ни одного путешественника. Большой Отлеж представляет собой 40-метровую каменную арку, уходящую в море от высоких прибрежных скал. Мыс Малый Отлеж насквозь пронизан тоннелем, который ведет от открытой морской глади до полости 150-метровой пещеры. Тарханкутский полуостров привлекает не только шикарными морскими пейзажами, но и интересными развлечениями для туристов любого возраста. Там же находится небезызвестная чаша любви, закрытый природный бассейн, окруженный естественными скалами. Это вулканическое образование, похожее на сердце, диаметром около 20 метров. Глубина достигает 6 метров. С открытым морем чаша любви соединена небольшим подводным туннелем на глубине 4 метра. Диаметр тоннеля достаточный для того, чтобы через него можно было проплыть и оказаться на другой стороне, уже в открытом море. В отсутствии волнения на море, чаша любви похожа на огромную ванну с очень прозрачной водой. На дне виден каждый камешек. Касабеляус является песчаной пересыпью, естественной дамбой, отделяющей от моря озеро Дунузлав. В античные времена она уже существовала. В значительной степени она состоит из песчаных пляжей, хотя со стороны озера есть и деревья. Значительная часть ее побережья совершенно дикая. Покрытие пляжа составляет белый песок, в значительной степени состоящий из мелких обкатанных волнами обломков и ракушек. Место часто величают крымскими Мальдивами, однако много каким объектам в Крыму применяют такое описание. Озера всегда были местом силы и магической красоты для наших предков. Особый смысл придавался их цветам – розовым, изумрудным, голубым, нежно-зеленым и синим. Каждый оттенок имел свою суть и тайну. Одними из самых интересных явлений считаются озера розового цвета. Древние славяне верили, что такие водоемы служили земными ваннами для богов, где они исцелялись и пополняли силы. Это, пожалуй, один из самых популярных розовых озер. Большинство людей даже и не знают о наличии каких-либо подобных объектов в Крыму. Место стало настоящей инстаграмной локацией. Старый город в Евпатории состоит в основном из обычных жилых строений, причем не самых богатых с точки зрения современных представлений о комфорте. Но дело тут совсем не в комфортности. Маршрут по этим религиозным центрам известен в Евпатории как Малый Иерусалим. Он напоминает о том, что в султанской Турции и подчиненных ей землях, вопреки распространенному заблуждению, был очень высокий уровень религиозной терпимости. Там разрешалось исповедовать не только ислам. Застройка этих кварталов позволяет живо представить, какой была Евпатория. Гулять по нему нужно пешком. Малый Иерусалим включает в себя культовые строения разных религий и конфессий. Ислам представлен знаменитой мечетью Джума-Джами. Помимо синагоги и православных храмов, там также представлена и караимская религия. Здания хорошо отреставрированы и представляют собой главные религиозные оплоты большинства религиозных конфессий. Но туристов туда пускают без проблем. Культовыми строениями достопримечательности старого города в Евпатории не ограничиваются. И фактически там каждый второй дом – это интересное место. Огромный массив земли с оползневыми породами, причудливыми скалами, красивой природой. Это урочище Джангуль. Немалая прибрежная территория покрыта скальными породами, насчитывающими сотни тысяч лет. Здесь будет интересно любителям походного туризма. Весь берег усыпан скальным хаосом. Также некоторые скалы, как будто морские охранники, стоят на страже урочища, выглядывая из воды. Здесь очень много солнца, а также настоящий горный рельеф. Море хранит свои секреты, как видимые, так и скрытые от глаз. Аллея вождей – это подводный музей бюстов, скульптур и памятников. Этот новодел давно привлекает дайверов. Многие местные изваяния можно смело назвать раритетными. Некоторые из них являются большой редкостью даже на суше. Есть на аллее вождей в Крыму и архитектурные достопримечательности. Разумеется, в миниатюре. Там скрывается среди водорослей знаменитый символ Лондона – Тауэрский мост, и символ Франции – Эйфелева башня. За состоянием экспонатов тщательно следят работники дайвинг-центра. Они регулярно чистят изваяния от мула и водорослей. К сожалению, полностью сохранить уникальную экспозицию не получается. Море представляет собой реально агрессивные химические условия. Однажды объект неизбежно канет в лету, а нам остается лишь поспешить и воспользоваться моментом, чтобы увидеть и прикоснуться к этому рукотворному чуду.
Ландшафтный парк Бакайская коса – это одно из лучших мест западного побережья для дикого отдыха. По обе ее стороны тянутся прекрасные песчаные пляжи, омываемые чистейшей водой. Пляж – это главная причина популярности этого места. Из-за своей продолговатости и своего мелководья он привлекателен практически для любой категории туристов. Коса очень глубоко вдается в Каркинитский залив Черного моря, примерно на 5 километров, разделяя море на две половинки. С одной стороны море спокойное и ласковое, с другой совсем другие условия. Купаться там опасно, ибо в этом месте проходят подводные течения, которые нередко могут затянуть человека и унести в открытое море. Великолепные пейзажи, чистейший воздух и удивительное многообразие птиц, обитающих в первозданной и естественной среде. Заповедник расположен в северо-западной части побережья. Его территория представляет собой несколько десятков островов, протянувшихся вдоль Каркинийского залива. Уникальная природа, чистейший воздух и великолепные пейзажи гарантированно подарят массу впечатлений любителям экотуризма. Однако главная особенность заповедника – это удивительное многообразие птиц из-за прилегающего через заповедник маршрута перелета. Немало на островах и постоянных обитателей. По подсчетам орнитологов, заповедник населяет около 300 особей. Находится это место за Бакайской косой, севернее мыса Тарханкут. Мой дом таит еще немало загадок, немало мест, которые нужно увидеть. К сожалению, иногда и всей жизни не хватает, чтобы изучить даже свой родной дом. В этом фильме я показал вам несколько десятков чудес. Координаты каждого будут лежать в закрепленном комментарии к этому видео. Если вам понравилось и было интересно, прошу подписаться на канал и оценить данный фильм. И, конечно же, благодарю за просмотр. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never